Добрый день, друзья! Я Владимир Васильев. Я снова рад вас приветствовать на своем канале. И сегодняшняя серия, уже по традиции сложившейся идет дождь, мы ее снимем в ангаре. И о чем она будет? Я уже говорил эту фразу о том, что самое приятное у владельца самолета. Владелец самолета, одни из самых приятных моментов в жизни – это путь к своему самолету, по перрону. Когда вы видите вот это вот сверкающий на солнце, красивый ваш самолет. И сегодняшняя серия вот именно о том, как сделать ваш самолет блестящим, горящим на солнце и красивым. Серия покраски самолетов. Это красивые, я даже не знаю, как назвать, это объекты, машины, может быть, существа. Самолеты очень красивые. И желание сделать его еще красивее, это как бы основное превалирующее желание у владельцев самолетов. Наверное, за исключением, когда это корпоративные самолеты, и там как бы требования все-таки корпоративного стиля, придерживания корпоративного стиля. Но в основном есть две пользы в покраске самолета. Наверное, все-таки, что я говорил, что поверхность становится глаже. Если самолет уже достаточно старый и покраска уже не такая гладкая и чистая, где-то появляется. Все-таки чистота поверхности это важна. Мы встречали, которые самолеты 40-50 лет, и они еще с родной покраской. Конечно, она уже не в том и эстетическом качестве, и где-то, возможно, под лакокрасочным покрытием появляются какие-то уже полости, которые провоцируют коррозию. Дальше, если у самолета появляются первые признаки коррозии, необходимо вычистить максимально поверхность и найти все вот эти проблемные места, устранить, нет ли там каких-то уже точек напряжения, возможно, трещины или какая-то сквозная коррозия. Это уже с точки зрения пользы дела. На самом деле мы занимаемся покраской самолетом, то есть были вынуждены даже построить специальную покрасочную камеру, в которой можно было заниматься покраской самолетов. И уже достаточное количество наших, покрашенных нашей компанией самолетов уже летает, и наверное, мы в этом что-то понимаем, что люди летят со всей Европы к нам. Имея уже этот опыт, мы все-таки уже хотели поделиться, и чтобы у других было понимание, как это делается, что это делается, немного поделиться опытом. Есть, когда это возникает необходимость покраски, а есть, когда люди просто действительно хотят поменять дизайн. Так как достаточное количество самолетов уже возрастные, и дизайн окрас самолета поменялся. Даже конкретно Beechcraft Bonanza, она выпускается с 1947 года и до сих пор. И дизайны, даже заводские дизайны окраски за это время уже многократно менялись. И люди хотят, хотя сам самолет остался точно такой же. И клиенты часто хотят обновить, чтобы самолет выглядел уже более современно. У него такой же современный планер, допустим, у Beechcraft Bonanza 36, планер, выпускающийся в 2019 году и, допустим, в 1986 году, он одинаковый. То есть сам конструкция, дизайн самолета не поменялся, поменялся дизайн окраски. Кстати, сейчас пришел тоже владелец самолета, который будет осуществляться окраской. Мы сейчас ему будем показывать дизайн, который мы разработали, окраски его самолета, и согласовывать с ним. Вот дизайн окраски уже разработаны. Вот как мы планировали. Смотри, я на свой страх и риск. Были варианты буков, но они, на самом деле, мне кажется, черный лучше всего смотрится в белом канте. И вот такой. Да? Вот схема раскраски самолета. В первую очередь, когда самолет принимается в покраску, оценивается состояние его покрытия предыдущего, потому что первое, есть два вида технологии. Это, с одной стороны, полное смытие старого окраса, и мы сейчас пойдем посмотрим другой самолет, который уже делается по другой технологии. То есть применяются специальные смывки. Сложный процесс, потому что специальная химия, которая снимает полностью, растворяет старую краску и полностью снимает ее токсичные материалы, очень тяжелая организация процесса работы с этими материалами. И смывается краска в двух случаях.
Первое, когда базовое покрытие, то есть основное, уже не имеет хорошего зацепления с металлом. На этом самолете было принято решение снимать покрытие, потому что оно было абсолютно все во многих местах в неудовлетворительном положении. Здесь не допускается применение механического снятия. То есть нельзя взять какой-то шлифовальный круг и просто сполировать краску, потому что можно повредить уже саму обшивку и повредить заклепки. Поэтому снятие краски осуществляется именно химическим путем. И второй случай очень часто происходит, когда самолеты, действительно, их можно покрасить поверху. Там несколько раз бывает, что надо быстро перекрасить самолет, и используется простая технология. Самолет быстренько сверху подмотовали, покрасили. Какое-то время он выглядит неплохо. То есть не хотят люди разбирать и делать глобальную перекраску самолета. И это повторяется за жизнь несколько раз. Появляется уже достаточно толстый слой краски, потому что несколько слоев накладываются друг на друга, и в этом случае это уже необходимая вещь снимать краску. Этот самолет уже перекрашивался раньше, и видно, что на старую краску был сразу же положен новый материал. Видите, он отслаивается, прямо видно, и со временем начинается образовываться вот такие моменты. Многие пластиковые детали, то есть они будут меняться, в частности, вот тут были дефекты гаргрота, здесь будет устанавливаться новая деталь. Одно из требований лакокрасочного покрытия на самолете, оно должно быть эластичным. Он не жесткий, он живет, он в полете летит, и все обращали внимание, самолеты там машут крыльями, какие-то происходят легкие, не деформации, но просто изгибающие воздействия. И из-за этого, если толстый слой или хрупкая краска, он просто начнет трескаться и со временем просто облазить. Один из примеров, почему важна эластичность краски, Як-18Т, кстати, который был покрашен 15 лет назад. И до сих пор эта краска хорошо держится, это авиационная краска. Если говорил, что крылья Як-18Т перетянуты тканью. Если надавить на нее, то видно, что она прогибается. И здесь тоже собирался уже по другой абсолютно технологии, тоже этот пакет грунта специального, подложки, грунта, красок, потом эластичного лака, для того, чтобы эта обшивка работала. И повторюсь, это покрашено, но при этом оно эластично и работает. Обычная автомобильная краска в этих случаях просто при такой работе она растрескается и просто слетит. Во многом то же самое, когда самолеты несколько раз красятся, тоже это все-таки лишний вес, потому что уходит на самолет, уходит порядка, наверное, 20 килограмм краски. По факту, конечно, после высыхания остается 3, 4, 5 килограмм краски, но убрать этот лишний вес тоже он не нужен. То есть это все является, то есть вы старые оставили толстый слой, осталась краска, соответственно, это лишний вес, его желательно убрать. Вообще отличительная черта, допустим, Бичкрафта по сравнению с другими самолетами, я думаю, что это связано было с более качественным применением покрасочных материалов на заводе. И базовый слой на Бичкрафтах всегда очень крепкий, очень хороший. И во многих случаях, если нет, допустим, значительного повреждения, мы можем рекомендовать даже не смывать краску, а как здесь, тут, правда, еще не закончено, тут будет еще даже дальше сниматься, это вышлифовывание слоя, то есть уменьшение слоя старой краски до практически грунта. Что это дает? Потому что в данной ситуации здесь хороший качественный грунт, и зацепление базовых слоев с металлом, оно действительно хорошее. Это более сложная, на самом деле, технология, и во многом иногда проще смыть самолет, и начинать с этого. Но в данной ситуации, по этому самолету, мы приняли решение не смывать краску. Хотя сошлифовывать ее достаточно трудоемкая работа, и несколько человек, порой даже тратят до недели времени. Если смыть самолет можно за 2-3-4 дня, то здесь занимает порядка недели, это специальными машинами шлифование. Многие производители автомобильных красок, они имеют филиалы, которые производят и авиационные краски. Отличие их, в первую очередь, наличием сертификата, потому что нельзя самолет покрасить любой краской. То есть обязательно даже к
ко всем материалам, которые мы закупаем, прилагаются сертификаты, именно что это авиационный материал, что он сертифицирован производителем, и это, это все-таки легализация наших работ. Если их не будет, в общем-то, это может быть замечание, и, по сути, честно, на любой ремонт, на котором был произведен на самолете ремонт, неважно, это покраска или ремонт шасси, если нет документов, его могут признать, неправильно сделанным. Вы будете обязаны все переделать, но обязательно с наличием всех документов. Есть определенные сложности у маляров, впервые, это большие очень поверхности, то есть и площадь самолета, она, в несколько раз, допустим, площадь этого самолета, она в 5-6 раз больше площади автомобиля, то есть, соответственно, очень большие, красятся и надо сделать. Технология окраски больших поверхностей, во-первых, здесь работают несколько маляров. Во-вторых, как правило, авиационная технология, не так часто применяемая в автомобилях, это окраска по мокрому, то есть не всегда на некоторых красках необходимо, допустим, покрасить, подождать, когда базовый слой высох, после этого краситься уже следующим слоем. В авиации очень часто применяется так называемый мокрым по мокрому, то есть самолет погрунтован, грунт не высох, но уже на мокрый грунт наносится краска. И потом весь этот уже, скажем так, сэндвич, не знаю, как его назвать, он высыхает. Это связано именно с тем, что большие площади, и надо красить быстро, и это должна быть набитая рука у маляра. Как правило, допустим, даже вот такого размера самолета, уже такого размера необходимо, чтобы работало 2 маляра одновременно, потому что одному человеку очень тяжело покрасить самолет такого, даже вот такого размера. На больших самолетах, допустим, рейсовых, слушай, там иногда десятки маляров работают одновременно. Когда делается окраска самолета, параллельно делается какой-то ремонт. То есть где-то находятся дефекты в планере, где-то подклепываются какие-то заклепки. Здесь на этом самолете были установлены турболизаторы. Он снижает скорость сваливания, то есть самолет может с ними лететь более устойчиво на более низких скоростях. И, естественно, их логично поставить до окраски и уже потом покрасить в один цвет, чтобы не было. В частности, здесь на этом самолете еще устанавливались дополнительные баки, кстати, из углеволокна. Достаточно легкие, каждый бак на 80 литров. Он здесь устанавливался, перед окраской будут сниматься и окрашиваться отдельно. Владелец этого самолета, это была Cessna 337, и он захотел сделать, чтобы самолет был полностью выглядел как военная версия О-2. То есть мы нашли окрас самолета, который воевал во Вьетнаме, и полностью воссоздали в один, как оно есть. То есть включая даже тузы на хвосте. Даже на оригинальном военном самолете здесь писалось перед вылетом, чем он заряжен. То есть какое оружие установлено. Эта табличка, она смывалась. Вот тоже мы ее делали сюда и устанавливали. Пленкой можно затягивать? Нет. Нет сертификата. Если когда-нибудь производители пленок сертифицируют свою пленку для перетяжки самолета, возможно, это войдет. Но, как правило, я думаю, что все-таки связано еще в первую очередь с тем, что если произойдет отслоение пленки, то есть будет изменяться аэродинамика самолета, где-то будут образовываться пузыри, и это неправильно, и это нельзя. Видно, когда на самолете возникают большие нагрузки или где-то отходят заклепки, вокруг заклепок начинает растрескиваться краска, и это уже индикатор, на что обратить внимание. Пишите в комментариях, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что мы там анонсируем наши серии. Все-таки мы постарались рассказать о том, как сделать самолет красивым. Он сам по себе красивый, а как его сделать, незабываемо красивым. Так что, надеюсь, это было интересно вам. Я, Владимир Васильев, прощаюсь с вами. Увидимся в следующей серии.